Приветствую зрителей и подписчиков канала, меня зовут Александр. Сегодня небольшая подборка товаров из Алиэкспресс и Banggood. По сути, всех их можно назвать инструментами. Но начну я с видеоролика, который не вошел в одну из прошлых моих распаковок. Просто товар оказался не в тему. И предлагаю вернуться в начало лета, 7 июня 2019 года. Погнали! Здесь товар, который я заказывал на Banggood. И уже вернул уплаченную за него там $11, потому что заказ был еще до Нового года, а сегодня начало лета, там 7 июня. Ну и спасибо вам, китайцы, за такой подарок. Трек номер не отслеживался, ценили его в $2.71. Заказывал себе электронную нагрузку. Так, есть. Да, пакетик уже начал разлагаться. HD35 называется, сделано в Китае. Да, лот там и на HD25 и HD35. Можно купить в любом магазине, на любом сайте, на Алиэкспресс, на Banggood. В пластиковом кейсе поставляется универсальная электронная USB нагрузка с функцией тестера Ridden HD35. В лоте представлено два варианта прибора HD25 и HD35. Соответственно, отличающиеся максимально измеряемой мощностью 25 и 35 Вт. Кроме того, в нагрузке HD35 используется скоростной вентилятор на гидравлическом подшипнике. На данном принте представлены ссылки на инструкции на китайском и английском языках. Электронная нагрузка позволяет имитировать реальную нагрузку и изменять ее параметры для тестирования источников питания, используемых для стандартной и быстрой зарядки типа Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Huawei FCP и Samsung AFC 9 вольт с постоянным выходным напряжением до 25 вольт и током до 5 ампер, а также для проверки пропускной способности кабелей питания. По результатам тестов можно соглашаться или предъявлять претензии магазину, если технические параметры зарядных устройств или кабелей, которыми он торгует, не соответствуют заявленным. Таким образом можно вернуть деньги, уплаченные за некачественные устройства. Электронная нагрузка изготовлена на двусторонней плате без корпуса, качественная пайка. Интерфейс представлен разъемами Papa USB-A и Mama USB-C, micro-USB. В частности, для устройств с обычной зарядкой мы используем micro-USB порт и USB-A, а для устройств, которые поддерживают быструю зарядку, мы используем USB-A и USB-C. Для управления параметрами нагрузки используются 3 микрокнопки и потенциометр с очень плавной характеристикой сопротивления. Кроме того, нагрузка имеет четырехзначный светодиодный индикатор для регистрации напряжения, тока и мощности, отдаваемой в нагрузку. Именно левая кнопка SET циклически переключает указанные параметры. При продолжительном ее нажатии включается или отключается режим автоматического выхода из защиты. Правая микрокнопка ОК включает прибор в активный или ждущий режим, а также дискретно переключает напряжение от 5 до 20 вольт шагом 0,2 вольта при тестировании Quick Charge 3.0 и в последовательности 5, 9, 12, 20 вольт в верхнюю сторону при тестировании Quick Charge 2.0. А для уменьшения этих значений используется кнопка SET. При удержании можно включить или выключить ждущий режим при подключении нагрузки к источнику питания. На нижней стороне платы, точнее с ее торца, находится единственная кнопка. При ее длительном удержании происходит активация триггера протоколов быстрой зарядки. Затем однократным нажатием можно имитировать различные нагрузки для проверки возможностей быстрой зарядки или перевести в режим авто. При этом индикация типов быстрой зарядки осуществляется 3 светодиодами на верхней стороне платы. Нагрузка оснащена температурным датчиком, имеет защиты от перегрева элементов и от перегрузки по напряжению и току. В данный момент это обычное зарядное устройство на напряжение 5 вольт и ток 2,3 ампера. Запускаю автоматическое тестирование. Нажимаю кнопочку ОК. Тестирование занимает несколько секунд. После этого по светящимся светодиодам мы можем определить, какой тип зарядки поддерживает данное зарядное устройство. Отсутствие свечения этих светодиодов говорит о том, что это обычное зарядное устройство, оно поддерживает только обычный тип зарядки, это 5 вольт и 2,3 ампера.
Ну а конкретно с характеристиками и ценой можете ознакомиться по ссылке в описании. Там будет на магазин на AliExpress и на Banggood. Напомню, что я покупал именно на Banggood, и посылка шла 5 месяцев. И перепрыгнув через июнь-июль, сегодня уже 1 августа, продолжим распаковку. Вдогонку к электронной нагрузке распакую блок быстрой зарядки от Rocketech, который я приобрел в официальном магазине на Али. На почтовом пакете указаны ссылки на него. Представлено 2 лота. Я выбрал вариант с 3 USB портами за $4.49. Пакет оценили в $1. Поставляется в таком пакетике пластиковом. Rocketech, опять же, все ссылки. Вот такое устройство с поддержкой быстрой зарядки 3.0. Зарядное устройство оснащено евровилкой, используется в сети 100-240 вольт, изготовлено из пластика, ну где-то матовая, где-то глянцевая основная часть. В размер спичечного коробка. Кстати, список смартфонов, которые поддерживают данное зарядное устройство, представлен на сайте. Ну, конечно, именно Sony Xperia XA2 Ultra моего в этом списке нет, поэтому мне будет интересно проверить и это. Зарядное устройство имеет 3 USB порта, которые подписаны выход 1, выход 2, выход 3. И параметры этих выходов здесь также представлены. Это недорогое зарядное устройство стоимостью всего менее $5. И максимальная мощность, отдаваемая в нагрузку, 30 Вт. То есть в идеале, если подключить 3 нагрузки, то оно может выдавать с каждым портом 10 Вт. Это 5 вольт и ток 2 ампера. Ну, если перемножить 5 на 2, получаем 10 Вт в каждый порт. Или в другой вариант, если следовать тем значениям, которые здесь представлены, вот выдает порт 1, максимальная мощность выдаваемая это 12 вольт 1,5 ампера, 18 Вт в нагрузку. Отсюда же следует, что порт 2 и 3 выдает у нас 5 вольт 2,4 ампера, это 12 Вт. 18 и 12 это те же 30 Вт. То есть мы можем одновременно заряжать быстрой зарядкой нагрузку с выхода 1 и использовать один из выходов 2 или 3 для обычной зарядки. Для проверки этого максимального значения мощности в 30 Вт я нагрузил зарядное устройство 2 нагрузками. Это 2-амперная нагрузка, такая статическая. Мы видим, что на тестере у нас представлено здесь напряжение 5,47 вольта, 2,21 ампера, 2,2 ампера. Далее, как следует из этих значений, быстрая зарядка QuickCharge 3.0 работает максимально 1,5 ампера, 12 вольт. Поэтому на этой нагрузке я выставляю 1,5 ампера. Включаю ее. Микропереключателем запускаю триггер быстрой зарядки QuickCharge 3.0. При этом горит зеленый светодиод. И выставляю кнопочкой ОК 12 вольт. «12 вольт, 1,5 ампера» – это 18 Вт. В этой нагрузке, как видим, параметры не изменились. Порядка 12 Вт нагрузку отдается. Итого здесь 18 Вт, здесь 12. То есть данное зарядное устройство, как и рассчитано, вполне себе выдает нагрузку в совокупности 30 Вт. При этом оно, такая рабочая температура, немножечко греется возле порта быстрой зарядки. Защита по выходу 1, это выход быстрой зарядки, наступает при условиях при токе 3,7 ампер. При этом мощность нагрузки порядка 18 Вт и напряжение 4,8 вольт. Немножко проседает. Это обычный USB порт. И защита потоковой перегрузки срабатывает на уровне 3,2 ампера. При этом напряжение проседает до 3,6 вольта. И мощность нагрузки 11,3 Вт. Уменьшаю ток. Вот этот уровень. 2,45 ампера, при котором еще напряжение держится на уровне 5,2 вольта. Если я ток увеличиваю, 2,47, все, напряжение падает.
Для проверки данного зарядного устройства на возможность поддержки того или иного типа быстрой зарядки подключаю USB-тестер в разрыв, обнуляю его показания и подключаю активную нагрузку. Максимальный ток отдачи этого зарядного устройства 1,5 ампера. Я здесь его выставляю, но выставляю согласно показаниям USB-тестера, немножко значения отличаются. Так, 1,5 ампера, здесь 1,51 получаем на нагрузке. Далее с помощью микропереключателя включаю триггер имитации быстрой зарядки. По умолчанию первым включается Quick Charge 2.0, загорается красный светодиод. Однократным нажатием этого микропереключателя выбираю режим авто, при этом горят все 3 светодиода. И однократным нажатием на микропереключатель ОК запускаю режим тестирования. В данный момент видим по индикатору USB-тестера и индикатору нагрузки, как зарядное устройство меняет напряжение и, следовательно, меняется ток. Несколько секунд, тестирование завершено, то есть данное зарядное устройство поддерживает все типы быстрой зарядки. Для принудительного выбора одного из этих режимов быстрой зарядки можно однократно нажать на кнопочку триггера. В режиме Quick Charge 2.0 горит красный светодиод, в нагрузку подается 5 вольт, 1,5 ампера. Это напряжение можно менять кнопочкой ОК, 9 вольт. На индикаторе USB-тестера первого значения нет, потому что тут разрядность чуть меньше. Будем считать 12,16 вольта, при этом ток 1,5 ампера. Кнопочкой Set это напряжение изменяем в обратную сторону. Далее однократным нажатием на микропереключатель триггера выбираем Quick Charge 3.0. В режиме быстрой зарядки Quick Charge 3.0 зарядное устройство будет выдавать нагрузку напряжение шагом 0,2 вольта. Также удерживаем кнопочку ОК до мерцания светодиода. И теперь меняем это напряжение. 5 вольт, 5,2 и так далее до 12 вольт. Соответственно, на индикаторе USB-тестера также меняется напряжение, причем ток держится постоянный 1,5 ампера. Так, 12 вольт, 1,5 ампера. Для выбора следующего режима нажимаем кнопочку триггера. На индикаторе USB-тестера 9 вольт, 1,5 ампера. Для изменения типа быстрой зарядки на FCP9 нажимаю кнопку ОК. На индикаторе 9 вольт, 1,5 ампера. В чем принципиальная разница между этими типами быстрой зарядки, я не знаю. Но реально выдается в нагрузку 9 вольт, 1,5 ампера. Для выхода из быстрой зарядки зажимаю кнопочку триггера, светодиоды гаснут. В нагрузку выдается ток 1,5 ампера и напряжение 5 вольт. Чтобы зарядить смартфон, поддерживающий быструю зарядку от зарядного устройства, которое также способно работать в режиме быстрой зарядки, в частности Quick Charge 3.0, понадобится полноценный кабель. То есть не просто кабель зарядки, в котором использовано всего 2 провода, плюс и минус, подающего питание, но также и провода с шинами данными. Они подключены к центральным 2 контактам, это D+, D-. Поскольку между контроллером смартфона и контроллером, установленным в зарядном устройстве, происходит обмен данных. По потенциалам, которые выставлены на данных центральных контактах D+, D-, включается режим быстрой зарядки или же отключается этот режим. В частности, если судить по показаниям специального USB-тестера, то в режиме быстрой зарядки Quick Charge 3.0 на контакте D+ выставляется напряжение потенциал 0,5 вольт, а на контакте D- порядка 3 вольт. Если же вы будете использовать обычный кабель зарядки от какого-нибудь Bluetooth колонки китайской, то понятно, что обмена данными по этим шинам не происходит. И ваш смартфон будет заряжаться в режиме обычной зарядки. Оригинальное фирменное зарядное устройство от Sony, это обычная зарядка 6-ваттная, 5 вольт, 1,5 ампера. За 30 минут зарядила с 0 до 25% встроенный аккумулятор в этот смартфон. 30 минут 25%, обычная зарядка. Через час емкость аккумулятора достигла уровня в 51% при обычной зарядке. За те же 30 минут устройство, обеспечивающее быструю зарядку Quick Charge 3.0, залило в аккумулятор смартфона 41%. А за час 69%, почти 70% полной емкости аккумулятора. Таким образом, быстрая зарядка позволяет в очень сжатые сроки обеспечить полностью
разряженному аккумулятору. Я подчеркиваю, что именно при очень низком уровне заряда батареи смартфона его рабочую емкость. Причем полная его зарядка осуществляется за те же 2,5-3 часа, что и при использовании оригинального зарядного устройства с выходными напряжением 5 вольт и током 1,5-2 ампера. Фу, кажется, все, я это зарядное показал со всех сторон. Если что-то забыл, напишите в комментарии. Но мы переходим к следующей посылке. Щетку для чистки ламелей и жалюзей также приобрел на Алиэкспресс за $2.77. Кстати, там же можно приобрести радужный флаг геев. Судя по комментариям некоторых под моим видосом, я предполагаю, что такие тоже смотрят мой канал. Ссылка будет внизу. Оценили в $1 всего лишь навсего. Кстати, все товары доставили очень быстро, буквально в течение пару недель. Вот так все упаковано в целлофанчик. С габаритами щетки можно ознакомиться на сайте Slotом. Она имеет пластиковый каркас, это такой гребень, на который надеты 7 пластиковых валиков, обшитых ворсистой тканью. Есть вот такие направляющие фиксаторы, поэтому так просто валики легко не слазят. Одновременно можно сразу протереть 6 ламелей. В принципе, можно также почистить решетки радиаторов и прочие подобные конструкции, если позволяет вот этот шаг в 2 сантиметра. Вот такая щетка. Удобно, в принципе, так держать или так держать. Ну, как я уже сказал, щетка используется для чистки ламелей и жалюзей. Вот, в принципе, видно, что у меня вот здесь такие пыльные. Что-то цвело. Значит, используем какое-то средство для чистки. Просто нанесем его сюда. И пропускаем между ребер. Не очень удобно, конечно, потому что ламели приходится вручную их сюда запускать. И прочищаем. Ну да, чистят в принципе. Ну, грязи тут, конечно, собирается хорошо. И эти валики достаточно просто под струю воды. Тут синтетический какой-то мех, и он легко смывается, эта вся грязь. У него сползает прямо так. Так, и последний на сегодня товар. Это был уже заказан на Banggood за $4.07 именно с доставкой. Оценили $1.03. Так, это дисковые пилы для гравера под брендом Drill Pro. Заявлено, что изготовленные из стали М35 имеют титановое покрытие. Но упакованы в блистер. В комплекте, как видно, 5 дисков и фиксатор для них. Их размеры указаны прямо на поверхности каждого. 4 мелких диска имеют 36 зубьев, самый большой диаметром 44 мм, 72 зуба. Продавец рекомендует использовать диски для резки древесины, пластмассы, стекловолокна, меди, алюминия, железа, стали и т.д. Кстати, т.д. это не мое дополнение, так указано на сайте, поэтому список можно продолжить до бесконечности. Drill Pro. Да, диски действительно металлические, в масле. Блин, вымазался. Да, и вот параметры их. 32 на 0,7, тут 36 зубьев. Фиксирую диск в этот фиксатор, ориентируясь на направление вращения вала. То есть получается вот этими обозначениями в сторону гравера. Устанавливаю на винт между двумя шайбами. Кстати, ссылка на обзор этого гравера будет здесь на экране. И фиксирую комплектным ключом. Правда, он не совсем здесь годен, потому что он слишком мягкий металл. И гнется.
То есть вот таким вот образом. Конечно, подобный диск с зубцами годится для резки только мягких материалов, а не металла, как заявляет продавец. Данные диски легко справились с резкой ПВХ, пластика и мягких пород дерева. С твердыми породами дерева пришлось немного повозиться. Все ссылки на сегодняшние товары будут в описании под этим видеороликом. Подписываемся на канал, комментируем. Встречаемся на этом же канале. Пока, увидимся.